Аренда. Как много в этом слове для сердца русского слилось. С арендой сталкиваются практически все. И бизнес при аренде ресторанов, баров, кафе, офисов, складов, и частный заказчик, когда арендует квартиру, арендует дом, сейчас это тоже актуально, и все сталкиваются с условиями договора и расторжения по нему. Я расскажу свой опыт и о сэкономленных 16 000 долларах. Важно вначале отметить, что офис наш находится в центре Москвы, вернее, находился метро Курская в крупном бизнес-центре, который состоит из множества различных зданий. И договор аренды первоначальный я не подписывал сам, подписывал другой менеджмент. И объясню почему. Договор был кабальный. В нем было указано, что мы обязуемся находиться в помещении минимум 9 месяцев и не расторгать его. Если мы расторгаем его досрочно, то мы обязаны арендодателю заплатить эти 9 месяцев. Также по договору аренды был внесен обеспечительный платеж за 2 месяца. При досрочном расторжении договора обеспечительный платеж не возвращался арендодателям. То есть, по факту, при досрочном расторжении это дополнительные траты, дополнительная оплата 11 месяцев аренды арендодателю. В договоре был указан пункт об отмене субаренды. Я этот офис хотел использовать как коворкинг и сдать его, и оптимизировать траты и расходы, но этот пункт не позволял мне этого сделать. Неотъемлемые улучшения также не возмещались арендодателям. Предыдущий менеджмент сделал в нем улучшения по системе вентиляции, кондиционированию, сделали дизайнерский ремонт, сделали систему безопасности. И это все, эти все траты арендодатель не возмещает. Я начал анализировать рынок, посмотреть, что происходит, какие площади предлагают, есть ли что-то релевантное, сопоставимое. Понял, что есть, можно найти аренду дешевле и, возможно, в каких-то лучших условиях. Но также я понимал, что мне нужно заплатить текущему арендатору 16 000 долларов. Если бы договор был изначально подписан на ООО, то, по идее, можно было бы каким-то образом слить это ООО. То есть арендодатель обращается в суд на это ООО и потом его банкротит. Конечно, да, потом можно по субсидиарной ответственности подогнать всех остальных и генерального директора, и акционеров, но это более длительная процедура, и можно параллельно заработать деньги и покрыть расходы арендатору. А у нас было подписано на ИП. Это означает, что ответственность ИП как физического лица. Если на физическом лице есть активы в виде автомобилей, долей, квартира, дача, земельный участок или какое-нибудь наследство, то если арендодатель подаст в суд, то через судебных приставов исполнителей взыщет всю эту сумму. И помните, что ИП, и если в этом ИП, допустим, это мужчина или женщина, и они замужем, то их супруги несут солидарную ответственность, если у них нет брачного контракта. Это 50%. То есть также подтянут вашу жену или мужа, если вы не справляетесь с арендными обязательствами. Поэтому договор на ИП – это очень сложная история. И также нужно учитывать, если дело доходит до суда, то все имущество будет судебными приставами реализовано по номиналу, а не по рынку. Это тоже отдельная схема судебных приставов исполнителей. Понимая всю эту негативную кухню, у меня были уборщицы. К кому еще нужно обращаться, когда кризис? Это к уборщицам, к линейному персоналу, который что? Знает все. Я их в первую очередь попросил походить по офисам, они подрабатывали, убирали в других компаниях, узнали, сколько они платят за аренду и готовы ли они уезжать и съезжать. Эта информация была мне очень полезна для определения дальнейшей стратегии. В нашем именно корпусе по арендаторам пошел я сам, узнавал у них основные ключевики, это сколько они платят сейчас за метр квадратный и дает ли арендодатель скидки, так как мне арендодатель заявил, что никаких дисконтов они не дают, у них очередь на помещение, и вообще они такие крутые. Если вам не нравится наше помещение, то оплачивайте 11 месяцев аренды, это 16 000 долларов, и съезжайте, и, ну, и живите с миром.
Над нами находилась танцевальная студия, они были заточены в основном на оффлайн бизнес, и я понимал, что можно от них попробовать получить информацию по расторжению договора и, возможно, занять их площадь, так как она у них была изначально больше. В итоге, каким образом я сэкономил 16 тысяч долларов? Я понимал, что в другую локацию, в другой бизнес-центр, к другому метро, не знаю, там в спальный район или еще куда-то, я не смогу уехать, пока не закрою 16 тысяч долларов обязательств. Я нашел на наше историческое помещение арендатора самостоятельно, с которым договорился, что они по себестоимости плюс небольшой дисконт на амортизацию по инженерному оборудованию, они нам за неотъемлемое улучшение заплатят копеечку, именно по косту, по себестоимости. Это тоже нам помогло. Я им дал информацию, какой они договор должны подписать с арендодателем, то есть там не должно быть тех кабальных условий, на которые я обратил внимание. Я нашел на это помещение арендатора и нашел другое помещение в другом здании, которое было интересно для нас. Мы занимаемся дизайном интерьера, проектированием, строительством в достаточно высоком сегменте, и офис для нас важен. И там я хотел сделать определенный дизайнерский ремонт, но арендатор, соответственно, не шел ни на какие уступки и неотъемлемые улучшения не готов был нам согласовывать и как-то дисконтировать стоимость аренды. И с тем арендатором, который был там, я договорился, они уезжали, что за неделю до их отъезда мы войдем в этот офис, мы им наличными заплатим денежные средства, а не напрямую арендодателю, так как они заломили такой ценник бешеный, и мы сделаем оперативно легкий косметический ремонт и перевезем все вещи. Мы сделали легкий ремонт, при этом ремонт мы сделали с одной стороны и крутой, и простой. С каким прицелом? Если кризис будет разрастаться, то я могу весь дорогой декор, включая ресепшн, который при встрече заказчиков для нас тоже был очень важен, мы его из искусственного камня сделали, что мы его сможем полностью демонтировать и перевести или в новый офис, или кому-нибудь в гараж, или продать его на каких-то сторонних интернет-ресурсах. Также это касается и другой отделки. При этом все это демонтируемое и легко вывести и увезти. Я подписал более лучший и выгодный для нас договор с арендодателем. Там не было 9 месяцев, что мы должны там находиться в помещении. За 2 месяца это классическое уведомление о расторжении договора аренды. И это оптимальные сроки. Уведомляем, расторгаем. Также указал на обеспечительный платеж, который они хотели от нас получить сразу. И они просили 3 месяца от нас. Мы договорились, что он будет в рассрочку на 4 месяца. Никогда не платите сразу, всегда не договаривайтесь с арендодателями о каких-то послаблениях, потому что это ваши деньги, не морозьте их, не выводите из бизнеса огромные суммы денежных средств. Помните, что арендодатель заинтересован в вас больше, чем вы в нем, хотя они не дает, в принципе, вида, что они как-то там готовы двигаться и уступать. Но, уверяю вас, они готовы. Также я указал там пункты, согласовал его. 2 недели согласовывали договор аренды. Они были упертые. Но если вы уперты в своем бизнесе, то вы добьетесь результата. Поэтому нужно быть упертыми. А не просто так, они вас там, грубо говоря, послали, мы ничего не согласовываем. А нужно добиваться и решать не с девочкой, которая там сидит, и ей вообще все равно, она сегодня работает, завтра не работает, а идти или к руководителю, или к директору этого бизнес-центра и говорить, что вы хотите, и, ну, и давать им, конечно, какие-то определенные опции, ну, немного кнута и немного пряника. В итоге они согласовали субаренду. Ну, под каким соусом? Я им сказал, что у нас около 5 юридических лиц дочерних, и мы хотим всех посадить в одном офисе. Но хотим, чтобы каждая организация платила за себя аренду. И мы видели бы это в управленческой отчетности, как расходы.
и видели эффективность каждого бизнеса. Они пошли на это, и при этом мы в договоре не указывали, что эти юрлица должны быть аффилированы. Это еще один ход. Если кризис разрастался бы, и мне пришлось бы уезжать, съезжать, и непонятно было бы, что там с офисом, и нужно было там еще 2 месяца торчать, то я могу его использовать как коворкинг, то есть сдать его в субаренду абсолютно неаффилированным юридическим лицам. Также неотъемлемое улучшение. Арендатор не пошел на уступки, арендодатель, извиняюсь, не пошел на уступки, не согласовал это условие, и мы делали абсолютно демонтируемый декор и все остальное. Далее мы подписали этот контракт, въехали в офис и столкнулись с некоторыми сложностями, которые мы не чекнули дополнительно. Мы не использовали технадзор при приемке помещения. Там были дорогие трековые светильники дизайнерские, и в пару моргали лампочки. Мы такие посмотрели и думаем, ну пару лампочек, ну что мы там, стоят они там 60 рублей, ну мы их купим, ну там 100 рублей, ничего страшного. В итоге оказалось, что не все так просто. Эти не просто там заменить лампочки, они идут с целым плафоном, консолью целой. И чтобы их поменять, нужно на китайскую подделку заплатить порядка 3500 рублей. Это просто грандиозные траты. И за счет баданий с арендодателем удалось получить субсидию на эти светильники. Мы поменяли свет. Также получайте, важный лайфхак, получайте письменное согласование на ремонт, на реконструкции и другие действия от арендодателя. У вас должна быть бумажка, которая гарантирует вам разрешение на какие-то изменения. Мы, например, поменяли там абсолютно грязную вшивую раковину, которая там была, на новую, и не уведомили об этом арендодателя. Но так как они понимали, что мы от них спрашиваем и требуем всегда условий, они по договору имели право приходить, у нас там счетчики смотреть, на воду, на электричество, и увидели, что мы раковину сдвинули. И сразу нам 100 тысяч штрафа решили впаять. Ну, пришлось тоже опять с этим разбираться и дойти до их там руководителей, сказать, что вы что, ребят, оборзели, что ли, совсем? У нас тут кризис, они нам за гнилую раковину еще 100 тысяч выставляют. Ну, в итоге разобрались и никакого начисления не делали. Но помните, у вас всегда должны быть бумажки, которые подтверждают, что вы делаете конкретный ремонт. Не дай бог там чего загорится в этом корпусе или еще что-то, чтобы на вас не скинули потом все косяки мира, чтобы вы понимали, что вам это все согласовывал арендодатели, они ответственны непосредственно за помещение. Плюс хочу проговорить главные ошибки, которые используют все зачастую при подписании договора аренды. Это неотъемлемое улучшение. Нужно всегда под них, под ремонт, под реконструкцию просить у арендодателя арендные каникулы или какие-то субсидии или возмещения или еще какую-то историю. Не нужно делать в арендованном помещении дорогой дизайнерский ремонт, потому что этот ремонт, если завтра у вас схлопнется бизнес, или там пойдет какой-то кризис, или приедет еще кто-то, какие-то проверки, вам придется закрываться, это дизайнерский ремонт, в который вы закопали деньги не в ваш собственный офис, просто улетучится. Делайте дизайнерский дорогостоящий ремонт именно в ваш офис. Тем более сейчас рынок позволяет, если у вас есть свободные оборотные средства, купить помещение или взять на него кредиты и параллельно оплачивать его из бизнеса и сделать действительно достойный ремонт, если он вам необходим. Обязательно учитывайте, на кого вы подписываете договор. Лучше не подписывать его на ИП. Как уже говорил, сразу физлицо, и вы ответственны всем и вся. Лучше это ООО, ЗАО или там еще другая какая-то правовая форма. При приемке помещения берите какого-нибудь ГИПа, главного инженера или технадзор. Их полно сейчас, и эти услуги распространенные, которые чекнут это помещение, проверят
систему вентиляции, кондиционирования, электрику, слаботочные системы, канализацию, чтобы потом не было, что что-то не работает, вы подписали акт приема передачи, и вам платить кучу денег за эту реконструкцию. Далее 2 месяца – это обязательное расторжение договора. Не подписывайте более другие сроки. 2 месяца – это стандартные условия. Вы находитесь в помещении, не справляетесь, за 2 месяца уведомляете и уезжаете. Депозит – это обеспечительный платеж. Он должен также возвращаться вам, если вы досрочно расторгаете договор. Это тоже должно быть условие, прописано в договоре. Я этот пункт дополнительно указывал. И двигайтесь, действуйте. Плюс вы всегда можете оптимизировать траты, оптимизировать свои расходы. Например, как было у меня. У нас бизнес в основном направлен на онлайн. Мы не сильно пострадали от этих локдаунов там и всего остального. Многие компании пострадали сильно, но я понимал, что я могу получить скидку на аренду. И я запросил письмом у арендодателя дисконт, сказал, что мы тут тухнем чаем, и нам нужна помощь в виде дисконта на аренду. И желательно, чтобы это было на продолжительный срок. Я просил, по-моему, на год дисконт, просил порядка 70%, но в итоге арендодатель согласовал мне 50% дисконта и согласовал на 9 месяцев, хотя я в глубине души рассчитывал на более худшие условия. То есть если вы хотите просить, то просите больше, но заранее, и понимаете, к чему вы как бы готовы. То есть если вы хотите получить дисконт, не знаю, там 20%, то просите 50%. Если хотите получить его на период в квартал, то просите полгода или 9 месяцев или год и предлагайте какие-то аргументы. И действуйте с нажимом, да, что вы там готовы уведомить тогда о том, что вы съезжаете. И арендодатель всегда заинтересован в вас, и он будет идти к вам навстречу. Только вы должны отстаивать свои права и не бояться этого. Двигайтесь, развивайтесь. Если информация была полезной для вас, пожалуйста, подписывайтесь на меня и ставьте лайки. Спасибо вам большое.